Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это 19-я серия Волчьего Дождя. Дорогие друзья, должен объяснить, в чем заковыка. Дело в том, что, насколько вы уже поняли, 15, 16, 17, 18 серия будут пропущены. По какой причине? Потому что эти серии являются по факту обычным быстрым пересказом предыдущих серий от начала и до конца. Ничего почти не изменилось и нету смысла их заново смотреть. Кроме, кстати, одной сцены, которая вот в 18 серии есть, которую хотел бы я посмотреть и так уделить ей парочку секунд, потому что она малюсенько дополняет историю. Так, метель. Это сейчас начало 18 серии. Это Блю. Это Квинт. И вот, видите? Он стреляет по Кибе. Блю, не убегай далеко. Мой дед рассказывал мне о них. Когда этому миру наступит конец, должен будет появиться рай. Видали? Видали? И никто, кроме волков, не будет знать туда дорогу. Это начало истории. Стоп. Вот здесь и остановимся. Так вот, это было начало истории. Помните, когда Киба был ранен и под деревом лежал? Помните эту сцену, когда его Цумэ со своими прихвостнями нашли его? Так вот, он был ранен. И оказывается, вот нам тут, вот сейчас в этой маленькой сцене рассказали, что это, оказывается, Квинт его выслеживал и его подстрелил. Вот поэтому вот и Квинт там, и Киба там валялся, ну и так далее. Вот, все, вот только на это хотел уделить ваше внимание, потому что, ну, интересный момент. Вот как так получилось, что Киба вот там валяется в городе раненый. А теперь нам вот тут немножечко это объяснили. Что ж, давайте теперь переходим непосредственно к 19 серии. Так, это мы снова у замка Дарсии. Ну нам показывают, как его бомбили. Да. Киба! Киба! Ну вот это он бежал за ними, да. Видимо, нам сейчас покажут, куда он делся. Ага, понятно. Но он вступил в драку. Но против сил Джагары им сложно драться. А одного сбил. Одного побил. Но он не догонит. Это физически нереально. И бомбежка, да, ударила бомба. Неужели Киба за ними побежал всю дорогу? Нет его. Посмотрите на этих. Нигде его нет. Да, нет. Мы уже везде его искали. Ведь Киба, не может же быть, что... Кто знает, может и погиб. Ну, может. Цумэ, ты куда? Искать дальше. Безнадежно. Мы и так все... Я не чую даже намека на его запах. Хватит уже. Я бросаю. Что бросаешь? Да, что? Этот ваш достал уже. То есть все? Я больше не с вами. Хиге, ты что, серьезно? Собственно, я туда никогда и не собирался вообще. Забавно. Шли вместе, а тут вдруг так. Да. Интересно. Если бы я не встретил его, ничего этого бы не случилось. Именно. Если бы он не пришел в город, мы бы так и сидели на хвосте. Да, на задницах ровно, ни черта бы не делали. Могли бы там всю жизнь прожить. Влачили бы жалкое Там жить существо. было намного проще. Да. Но только жалко это была жизнь. Если это он говорит. Значит, не жалкая. Нет, это цель, Послушайте, понимаешь? хватит спорить. Мы и Жизнь так это тут цель. едва-едва все держимся на ногах. Да, кстати, да.
Они Почему устали. все вечно дерутся, воруют друг у друга или ссорятся по всяким пустякам? Хороший вопрос. Почему все Почему? не могут жить дружно? Хм. Эх, Волки, дорогой мой. люди, птицы, цветы. Чтобы все вместе, как равные. Хороший вопрос, Если мы хороший. попадем в рай, там же будет именно так. Ведь правда? Я уже даже в этом не уверен, если честно. Эх, бедный Тобуа. Эх, как раз-то в твоем возрасте задают такие вопросы. Вот это очень логично выглядит, потому что именно он задает, потому что он маленький. Это что такое? Это что? Он где? Ты его унюхал? Что там? Я чую какой-то очень знакомый запах. Кибу? Знакомый. Он его унюхал, что ли? Да ладно. Да, машина же сгнила. Это же Он же совсем замерз тут. И что с того? Спасать собрался? А ты вспомни, как Блю его любила. Забыл? Он же один тут умрет. Он вас замочит, как Вот только так же мы проснется. сумели спасти нашу Блю. Так, стоп! Офонарел совсем? Он тут при чем? Офигел? прекрати. Цуме. Нашел с кем драться. Да, нашел с кем драться. Ребенок, слушай, что он плохого сказал? Ну, так мы ищем Кибу. Идем. Такой на нервах, слушайте, а. Перенервничал Новое. что-то. Идите Жив- вперед, я вас потом догоню. Только смотри, а то он проснется и пристрелит тебя ненароком. Да. Эй, Идите. особо не увлекайся. Он всего лишь человек. Всего лишь. Что за что за расизм? Животный расизм. Ну давай. Ну, во-первых, его бы оттащить куда бы. Ты что, его просто греть собрался? Да ладно. Блю, Понятно, бредит. ты все-таки со мной, Блю. Эх, я его вот понять могу, понимаете? Прости меня. Рус, А вот от него сейчас плакать не ожидаю. Бедный мужик, а. Ой, как-то... Этот-то куда попал, а? Ну что, в отрубе или что у него? О, как. Это что такое? Ребят, понятия не имею, что это такое. Если кто знает, будьте добры, напишите. Потому что я понятия не имею, что это такое. Он спит сейчас, интересно? Или где он оказался? Но он же там где-то рядом должен быть. Это что такое? кто ты? Кто я? Я Мю. А ты кто? Кто? Мю? А это что, рысь или что это Но такое? это не важно. Здесь не важно, кто ты такой на самом деле. Что это значит? Это Да. значит, что здесь каждый найдет себе свободу. Это что, рай? Мы типа что, в раю? Он бредит. Он, кажется, хорошо контузился, когда... Классно, да, эти Не умер, значит. следы. Живой еще. Присмотрись к следам. Опа! Хороший Дело знак. в том, что тут искать бесполезно. Классная деталь. Варианты у нас: вернуться назад и искать в развалинах, или идти дальше через горы и посмотреть там. Мы даже не знаем, живого ищем или нет. Что ты так переживаешь из-за этой Блю? Я ни слова о ней не сказал, знаешь ли. Да, Потому зато- и ясно, что переживаешь, раз ни слова не сказал. Да вовсе нет. Да и ребенка ударил. Чтобы Патрулируют? узнать, на кого работали те ребята.
Те, которые напали на замок, мы им в подметке не годимся. На Джагару. Джагару? На них была форма войск Джагары, аристократка с юга. Догадался? Нет, просто слышал о ней немного. Джагара. Кажется, Да? я тоже слышал о ней в последнем городе. М. Говорили, что она для чего-то скупает волков. И за каким чертом ей это нужно? Да, да, помните, их чуть не поймали из-за этого, живьем хотели взять. Видимо, она там что-то там придумала. Это что, кони были сейчас? Это индейцы? Господи, в этой истории еще и индейцы. Подбили? Подбили, ребята, назад. Назад. Не подбили, слава богу. Эй, да ладно тебе, ребенка стрелять будешь, ты больной, сволочь. Вот так. С ними давайте поборитесь. Никому не двигаться, иначе глотки перегрызем. Прихвостни Джагары, так? Чего ей от нас надо? Зачем она нас преследует? Джагара? С чего ей пришло в голову собирать волков? Чё ржешь? Что такое? Чего тут смешного-то? Ну чего же вы сразу не сказали, что вы волки? Вот незадача. Как старейшина рассердится. Вы О, уж посмотрите, простите меня. Понимаете, дело в том, что на наших друзей вчера напали. Это не мы. Да, это точно были не волки. Интересно, Во-первых, кто? у них были ружья. А во-вторых, мы, люди Хмонг, верим в волков. В то, что Хмонг. они есть, и в их дух. Верите в нас? Приехали. Индейцы. Ну, индейцы! Я обалдею, в эту историю еще и индейцы. Можно многое поговорить об этом. Не очень много знаю об индейцах, Все но... живете вместе? Но... Да, мы вместе путешествуем. Ух ты! Первый раз такое видишь? Ничего особенного. Мы просто живем наравне друг с другом, вот и все. Лошади, собаки и люди. Как он? Намного лучше. Он даже перестал скулить. И еще он пил молоко. Много молока. Хорошо. Собачку. Попал под раздачу вчера. Не знаю, были ли это браконьеры или кто. Они стреляли только в собак. Этот пес продолжал драться до последнего. Короче, я они- знаю, кто его. Волков. Этот старик. Да нет же, он ведь сам едва живой был. И потом, неужели он не отличил бы волка от собаки? А чего это ты вдруг взялся его защищать? Во сне он разговаривал. Он сказал: прости меня, Блю. Разве что они приняли собак за волков. Ну вот, это произошло. Джагара, да. Может, она как видит, что похожее на волка, так и убивает, не глядя. Да, да. Вы тут говорили, что верите в волков. Что Да. это значит у вас? Что значит? Именно то, что я сказал. Мы, люди, все произошли от волков. Все мы, кроме аристократов. Ик, Старейшина? веди к нам уважаемых гостей. Мы произошли все от волков, кроме аристократов? Интересно. Не ходи за мной. А почему? Разве ты меня не боишься? Ничуть. Я же волк. А то непонятно. Она иллюзия. Она иллюзия. Он где-то находится, бог знает где. Но он в отрубе, это ему снится. Его фантазия ему снится. По-любому. Слушайте, знаете, места, которые нам сейчас показывают, вот это и где находятся сейчас наши ребята, это в основном американские места. Места, где жили эти коренные индейцы. Вообще поговорим об этом в конце. Так что, раз уж нам это показали, очень интересно об этом поговорить. Ну да, это вот... Это рай.
Рай. Земля, которую я искал всю жизнь. Место, где все свободны. Здесь все так и есть. Значит, Ну, это твой собственный рай. ну и вкус у тебя. Что это за животное? Ребят, немножечко не знаю. Ну, разберемся к обзору. Киба, ты останешься со мной насовсем? Нет. Ты останешься со мной насовсем, если это и есть твой рай. Мы с тобой разные звери. Но я чувствую тебя, а ты чувствуешь меня. Боишься? Я ничего не боюсь. Это да. Нет того, чего бы я боялся. Смерть идет за мной с рождения. О, как Словно сказал. мое рождение призвало туда смерть. Слушайте, как-то он слишком пессимистично сказал. Ну, его стаю, где он родился, уничтожили. Джагара уничтожила, бомбила. Ну да, но она спалила леса и так далее. И где ты? А вот и... О, господи, щеночек. Когда он был маленьким щенком. И его индейцы взяли к себе. Видите? О, какой. Он всегда был немножечко дикий. Ой, посмотрите, какой он был славненький. Эх, какой он был славненький, гляньте. То есть он тоже был домашний, так выходит? Хотя у индейцев, насколько я понимаю, там немного по-другому. Да нет, охотились вместе и так далее. Киба, белая душа. Ага. Может, ты хочешь поговорить со мной? Ой. Почему я выжил? Я постоянно спрашиваю себя об этом. Почему я здесь? Зачем? Я слышу голос. Голос внутри меня. Я не могу тут остаться. Значит, пришло время отправляться в путь. О, как. Ты Видали? не выжил бы один. Угу. Тебя защитили цветы, а земля поделилась с тобой жизнью. Слушай внимательно слова своей души. Должно быть на земле место, прийти, куда твоя судьба. Моя судьба? Ты должен идти вперед и никогда не оглядываться. Ну, понятно все. Его так воспитали. Он его Я выходил. искал его. Место, куда мне надо прийти. Угу. Ну, все понятно примерно с ним, все ясно. Его выходили, вырастили. Странно. Жить Не думал, научили. что смогу вот так рассказать кому-то. Вот это И да. никому ничего не рассказывал. Никогда. Ни друзьям, ни Чезе. И никогда в моей жизни не было настолько спокойно. Я вот сейчас Значит, волнуюсь. в самом деле рай? Я волнуюсь. Возможно, он сейчас при смерти. Мне кажется, он сейчас вот может умереть. И поэтому он сейчас все это видит. Давным-давно, когда люди были еще зверьми, на земле жили чудовища. Мать-Земля послала волков из рая на землю, чтобы положить этому конец. О, как. Волки изгнали чудовищ, победили зло и многому научили глупых самодовольных зверолюдей. Из частей собственного тела милосердные волки создали человечество. Обалдеть. Люди Хмонг передают эту правду из рода в род. Так значит, человек создан из волка? Именно так. Когда мир еще был совсем-совсем юн, волки отправятся искать рай, когда наш мир подойдет к концу. Или мир перестанет быть, потому что волки отыщут дорогу к раю. Кто знает, что случится первым.
Но когда они найдут рай, все в этом мире прекратится. Волк, что искал путь к раю, это ты? Это не я придумал. Не я. Ты? До него Вроде посмотри. Ты? Он мог, но он слишком... Нам не надо искать путь в рай, да? Если мир перестанет быть, что случится со всеми? Никто из людей этого не знает. Короче, никто не знает, что случится. Природа идет своим путем, мы всего лишь идем за ней. Хм. Да уж. Ик, Мы пойдем дальше, Ик. Уже? Ик. Мы ищем нашего друга, но здесь мы не чуем его запаха. Что за этими горами? Опасное место, куда никто не ходит. Ну и какое? Значит, там нас никто не сможет найти. Идемте. Отведет. За этими горами вы найдете пустыню костей. Мило. Пустыню костей? Пустыня простирается, насколько видит глаз. Но говорят, что каждый, кто придет туда, испытает настоящее счастье. Какое счастье можно найти в пустыне? Духи этой земли говорят, что там растет огромная трава. И растет она уже тысячи лет. Каждого, кто отдыхает у ее корней, она ведет в сад вечности. Сад вечности? Киба там? это и есть рай? Если б я знал. Никто А- оттуда а- не возвращался. Поэтому О! у нас никто не знает, что там. Опа! Может, вы передумаете и останетесь тут? Мы не можем. Понимаешь, это ведь именно он хотел найти рай. Угу. Увидимся. Идем. А как Киба там оказался внезапно? Не пойду. Чего? Я хочу остаться здесь. Облом. Жалко. Но он просто хочет покоя. Ребенок. Ну, устал. Заколебался. А тут справедливые и добрые люди. Мне кажется, он сейчас находится в иллюзии. Все, кто сюда... Но я кое-чего не понимаю. Как он вообще тут оказался? Раньше их. Это все не настоящее, это иллюзия, поэтому оттуда никто не возвращался. Я понял, где находится Киба. Киба застрял сейчас в ловушке. Он умирает. Он сейчас, вот ребята должны его вытащить сейчас оттуда, немедленно вытащить. Потому что вот, ну бог знает, как он туда вообще трансформировался, не знаю, как он туда телепортировался или трансгрессировал, или бог знает, что там еще случилось. Как он вообще дошел до туда. Это же вообще по факту другое место. Как-то так. Прежде чем перейти к обзору, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал горгушей на Бусти, где я выкладываю все созданные мной видео раньше, не вырезая музыку и не маскируя картинку. Также большое спасибо за отдельный донат на Бусти. Также выражаю большую благодарность спонсорам канала, Гаргульчикам и Гаргулятам. По скриптам, код GIES уже полностью лежит на Бусти в абсолютно открытом доступе. А теперь пришло время тетради смерти, которую я также выложу на Бусти в открытом доступе, без маскировки кадра и с прекрасной музыкой с 1 по 24 серию. Итак, дорогие друзья, не хватало нам, скажем так, туманного лора, в котором пока что более или менее разобрались, но все-таки остается много вопросов. Нам тут добавили еще и индейцев, коренных индейцев, прямо во всем своем великолепии. Сделали из истории вестерн, как говорится. Вы знаете, очень-очень-очень подходит данной ситуации. Вы же знаете, что вот у индейцев тотемы из животных и так далее, и они верят в волков. Так что мне очень понравилось, очень красиво. И также нам снова немного лор дополнили. То, что волки пришли из рая помочь людям. Знаете, напоминает снова же, господи, Властелин колец. Снова же Властелин колец отправил из Валинора, ну, те, кто знаком с книгами, с Сильмариллионом, из Валинора, из места богов, отправили в Средиземье
этих 5 волшебников, которые должны помочь человечеству и так далее. Это и Гендальф, это Радагаст, это Саруман и еще 2 синих магов. Они были как бы типа ангелы, что-то в этом вроде, но они пришли в виде старцев в этот мир. И вот волки что-то вот в этом роде. И они должны вот как бы прийти, людям помочь, дать им все и забрать. Знаете, мне такое ощущение, а что если волки как раз и учили людей и алхимии и так далее и тому подобное. То есть они даровали им все их как бы научные изыскания, в итоге это все очень плохо закончилось. И поэтому там Дарсия обвинял во всем волков. Интересно было бы, да? А что если это волки устроили там какой-то ад на земле и так далее, потому что люди переборщили немного с этими знаниями. То есть, ну, вот такие моменты. Так, теперь вот конкретно по поводу индейцев. Знаете, я когда искал информацию, увидел, что... Вот я пытался просто найти, какое племя это может быть, да, с кого срисовали и так далее, да. Но не нашел ничего конкретного, но есть один маленький момент. Когда я смотрел список племен, да, вот вы же знаете, есть, да, название племен, это там Чероки, Апачи и так далее. Так вот, когда я смотрел информацию о них, то, оказывается, разные племена разделяются по регионам всей Америки. И конкретно, что за регион показали нам сейчас? Конкретно нам показали сейчас Великие равнины Америки. Как мне кажется, потому что там горы, понимаете, да, такие. Бизонов нам показали в иллюзиях, или что это такое у Кибы. Так что я склонен склоняться, что это нам показали Великие равнины. Также есть регионы, где обитают индейцы. И пустыня Юго-Запада, и Центральная Америка, юго-восточные леса. Ну, короче, много чего есть. Но сейчас конкретно про Великие равнины, потому что нам конкретно это показали. На территории Великих равнин проживали такие племена, как черноногие, шайены, каманчи, пауни, сиу, арапахо, кайова и многие другие. К слову, было большим моим удивлением узнать, что, оказывается, эти Великие равнины простираются, вот прямо разделяют абсолютно всю Америку, понимаете, и даже затрагивают, вот знаете как, затрагивают Канаду и вниз до самого конца Америки, и еще там чуть-чуть что-то затрагивают, вы понимаете, то есть тут вообще. И конкретно вот племена, которые я сказал, скорее всего, вот одно из этих племен и есть. Вот тех, кому мы увидели, вот кому принадлежит Ик, вот такой индейц. Вот и также еще такой момент. Пришли из рая, изгнали чудовищ. Волки изгнали чудовищ, победили зло. Было бы интересно увидеть, о каких чудовищах идет речь. Снова же, мне кажется, да, я точно, конечно, в этом не уверен, но мне кажется, это отсылка к... Хотя я не уверен. Это такая, знаете, это уже очень сильно притянутая за уши моя теория, но мне кажется, это отсылка к греческой мифологии, когда миром владели титаны, и был хаос, было разрушение, ну и так далее, и тому подобное. И когда боги пришли, и всех поимели и заперли. Вот что-то вот в этом роде. Ну и также нам рассказали, точнее показали предысторию Кибы. Знаете, про Тобуя мы в курсе, про Цуме мы пока не в курсе, про Хиги, кстати, тоже не в курсе. В основном, про что прошлое мы хорошо в курсе, так это только Тобуэ. Про остальных мы что-то ни сном, ни духом. А вот Киба мы теперь наконец-то узнали. Киба, оказывается, у нас выжил чудом выжил под обстрелом. И его один индеец взял и вырастил, воспитал. Но не приручил. А это было равное партнерство. Вот поэтому Киба такой. Он жил просто в дикой местности. И он в основном работал наравне со своим, даже не с хозяином, а со своим компаньоном. Но вот в итоге тот ему сказал: ты должен найти свой путь, тебе не надо оставаться со мной. Ты не смог бы выжить один. Он исполнил свой человеческий долг. И долг индейца, потому что индейцы верят в волков и надеются, что что-то там такое произойдет. Короче, он исполнил свой долг и отпустил на все 4 стороны, потому что тот уже может о себе позаботиться. Но только Бог его знает, куда он попал, и очень будет интересно об этом узнать. Потому что, мне кажется, сейчас то, где он находится, это очень-очень плохо. Потому что оттуда не возвращаются. Потому что это куст
или что там, находится в этих, как это называется, господи, пустыне костей. А это не самое хорошее название. Намекает на много чего нехорошее. Что ж, дорогие друзья, это была 19-я серия Волчьего Дождя. Благодарю, если смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал, группу ВКонтакте. Также, пожалуйста, на Бусти, где я выкладываю Волчий Дождь на несколько серий вперед. Без маскировки картера и без вырезания музыки, которую, вырезать здесь это преступление. Удачи вам, увидимся уже на 20-й серии.